Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание народным приметам на 6 мая. Поговорим о том, что ни в коем случае нельзя выносить из дома, а также, что нельзя делать в этот день, и это рекомендовали наши предки. Далее более подробно все в этом видео. Итак, друзья, 6 мая церковь чтит память святого Георгия Победоносца, или, как еще принято называть этот день, было у славян Юрьев день. Он был хорошо известен как римский воин, как святой и как мученик. Происходил он из греков Каппадокии. В рассвете своих лет он получил прозвище «Змееборец». По легенде, город держал злой дракон, а жители должны были давать в дань своих детей, юношей и девушек. В момент, когда дошло дело до царской дочери, отважный римский воин вышел на состязание со злым и сильным драконом и победил его. С тех пор святого считают чудо со змеем, которое вы можете увидеть и на иконах. Предки прозвали этот день как Юрьев день. Также этот день называли как День Георгия Победоносца или Скотопас. Сегодняшний день ассоциировался у наших предков с добротой к животным и считался одним из самых почитаемых и любимых праздников теплой весны. О нем вы могли слышать из учебников по истории или мифологии. И все это не просто так. Георгия или Юрия знали и уважали в первую очередь как защитника домашних животных, скота и в особенности коров. В некоторых регионах его знали даже как защитника и покровителя волков. 6 мая люди, согласно народной традиции, выгоняли свой домашний скот на пастбище и луга. А все это сопровождалось различными обрядами. Большинство обрядов было связано с первым выгоном животным, где работяги выгоняли его через замкнутый замок пастбищ, после чего люди верили, что скот будет здоров, его не украдут воры и зло обойдет их третьей дорогой. В разных регионах, конечно же, обряды очень разнились. И, например, в одних регионах животноводство было основной и приоритетной формой хозяйства. На этот праздник девочки старались плести венки из живых полевых цветов для всего скота и одевали им на рога. Это, знаете, служило своего рода оберегом от злых хищников. Также данные обряды сопровождались долгими и красивыми танцами, песнями, хороводами вокруг животных. В некоторых селах вымя животных обязательно в этот день 6 мая должно было быть хорошенько натертым зубчиками чеснока или луком, а стойла украшали большими и красивыми ветками березы и боярышника. Также в этот день наши предки любили разводить большие костры из всего, что было под руками. Через этот костер несколько раз перегоняли животных на удачу. На сенокосах распыляли на удачу пепел, и это должно было уберечь от сглаза, от злых заговоров и болезней. Раньше 6 мая стадо нельзя было выгонять. Рассказывали иначе, что к таким хозяевам приходили волки и забирали бесследно их любимых домашних кормильцев. По этой простой причине и выпасали животных именно к этому дню. Уважали и поздравляли в этот прекрасный праздник и местных пастухов. После того, как животные были выгнаны из своих пастбищ на поля, пастухов угощали разными вкусностями и конфетами. Из популярного была яичница и пироги. Дарили даже подарки, бросали им в соломенные шапки деньги. Вся деревня отмечала этот праздник до самого вечера. И весь скот в этот день для народа был именинниками. Их тщательно мыли, подкармливали и вычесывали. Про Юрия ходили слухи, что он заменил впоследствии славянского бога Ярила, и сам мученик Юрий ездит по полям и пастбищам на своей красивой белой лошади, поднимая и помогая животным. Он их брал под свою опеку и контроль, пока он не убеждался, что они полностью восстановились и окрепли.
Погода на день Юрия обо многом могла сказать. Так дождь в этот день означал легкий год для скота. Если ударил же мороз, то ждали большой урожай овса. А если снег до сих пор не сошел с полей, то было к неурожаю. Кукушка могла и нести плохую новость для народа, когда она закукукает, например, вблизи вашего дома. Если птицы скрывались и тонули во ржи на огороде, то считалось, что урожай будет отлично, а если наоборот, то ждали лиха или плохих вестей. А вот ясное утро 6 мая говорило о раннем посеве, а ясный вечер, наоборот, вещал о позднем. Хотя праздник и считается православным, но он имеет дальние и древние языческие корни. В те времена с ними были связаны некоторые народные приметы. Например, в этот день было принято слушать воду. Предки ходили на берега водоемов, вблизи своих деревушек и даже колодцев, где набирали воду каждый день. Слушали, и если человек ничего не слышал, то говорили о том, что предстоящую зиму принято будет считать теплой и без сильных снегопадов. Но если было все-таки что-то слышно, то зима обещала не щадить, была очень холодная и морозная. А вот утренней росой в Юрьев день старались умыть своих детей и больных, так как она считалась, такая роса, по-настоящему целебной. Несмотря на народные приметы, с Юрьева дня начинались очень активные полевые работы. Если сегодня посадить овощи, в особенности редьку, то по народной примете она должна была уродиться просто гигантских размеров. На полях, где садили рассаду до этого дня, обязательно люди выходили с молитвами, с молебнами и просьбами за добрый, хороший урожай. Посадку зачастую окропляли сегодня святой водой. Также сегодня запрещено делать что-то из шерсти. Староверы даже не берут шерсть в руки в этот день, чтобы не притянуть какой-то ненужной беды. Работа с ножницами и тканью также сегодня под запретом. Не рекомендовали даже сегодня стричься, чтобы избежать контакта с ножницами. Иначе волосы могли ослабнуть, начать сечься и, возможно, даже выпадать. В связи с этим рекомендовалось сделать ход конем и купить что-то для лечения и приятное для своих волос. Порадовать их в этот день можно вместо похода к парикмахеру. Даже и не думайте сегодня ссориться, ругаться, некрасиво выражаться, так как сегодня строго-настрого это было запрещено. А вот именинники сегодня 6 мая: Александра, Анатолий, Георгий, Егор и Юрий. Также, друзья, в этот день в России набирали росу в емкости про запас. Ее использовали для того, чтобы протереть лицо перед свиданием, а также, чтобы покорить парней своей привлекательностью. Также запрещено было вывешивать на ночь постельное белье. В народе говорили, что в него запросто может залететь весенняя лихорадка, которая вместе с постелью проникнет в дом и будет там устраивать беды. При этом болезнь может забрать силы у всех, кто проживает в доме. Выгнать лихорадку можно только росой, которую вы можете собрать ранним утром 6 мая. И этой росой окропите каждый угол в своем доме. Также в Юрьев день нельзя было обижать скотину и домашних животных, бить, повышать на них голос. За такое отношение человек может быть точно наказан. Женщинам нельзя сегодня красить волосы, делать стрижку, прическу, брать в руки даже расческу, иначе можно потерять здоровье своих волос. По этой же причине запрещено было брать и в руки ножницы. Также обращаем ваше внимание, что в день Святого Георгия Победоносца мы все можем с вами попросить о защите от врагов и различных угроз, о победе над ними.
Также родители в этот день просят у святого Георгия защиты для своих сыновей, которые проходят службу в армии. Поскольку святой известный змееборец, то есть борец со злыми силами, и молятся о защите от злых духов, от колдунов, ведьм, а также от сглаза, порчи и от проклятий. Кроме того, Георгию Победоносцу молятся и для защиты от волков, ядовитых змей и других диких зверей. Еще Георгия Победоносца молят о хорошем урожае. Также обращаем ваше внимание, что сегодня в этот день хорошо отдавать долги, хотя бы часть из них, тогда с долгами получится и расплатиться быстрее и легче. А еще отдача долгов к деньгам, к достатку и финансовому благополучию. Также обращаем ваше внимание, что сегодня нельзя работать с ножницами и брать их в руки, иначе это к проблеме с волосами. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 6 мая 2022 года. По лунному календарю, друзья, нас сегодня с вами ожидает 6 и 7 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Рак. Обращаем внимание, что сегодня день покоя и смирения. Он не подходит для напора и активных действий. Не ждите неожиданных событий. Также сегодня прекрасный день для завязывания знакомств, построения новых планов в рамках задуманного в начале лунного цикла. День хорош и для того, чтобы заняться своей жизнью. Вы знаете, сегодняшний день позволяет каждому из нас напитаться положительной энергией и почувствовать себя бодрее и сильнее. Приобщение к неземной энергии позволит постичь многие прописные истины, которые раньше были недоступны для понимания. Вы знаете, именно в этот день зерна можно отобрать от плевел, постичь, где же правда, а что же было ложью. Интуиция, чувствительность, все это может максимально обостриться в этот день. Также обращаем внимание, что пророчества и предсказания, данные в этот день, имеют больше шансов сбыться, чем в любое другое время. Об этом говорит и один из символов этого дня – облако, которое трактуется как пророк, как открыватель божественной силы. Постарайтесь сегодня, 6 мая, спокойно заниматься своими обычными делами. Не ропщите на жизнь, обстоятельства и на близких. Любому недовольству сейчас не время. Принимайте все таким, как все-таки оно есть. Что же касательно стрижки, то это день, когда нужно без лишних раздумий сказать решительное «нет» стрижкам, укладкам, наращиванию и всему, что касается волос. Этот день не подходит для визита к парикмахеру. Все вышеперечисленное не принесет вам пользы и, скорее всего, ослабит и заберет энергию ваших волос. Волосы будут казаться безжизненными, а секущиеся кончики неприятно напомнят о себе. Если у вас возникла идея начать оздоровительный курс, то в этот день делать точно этого не стоит. Вы просто потратите ваши деньги впустую. Пренебрегая этим простым запретом, вы рискуете вместе с волосами потерять и свое здоровье. Несмотря на все это, день обещает быть достаточно приятным и насыщенным событиями. Что же касательно окраски волос, то волосы сегодня лучше не красить. Это может расстроить ваши отношения с коллегами. Постарайтесь в этот день сделать строгую прическу и зафиксируйте ее лаком. Также этот день богат на бурные эмоции. Многим даже захочется побыть в одиночестве, чтобы привести в порядок свои разгулявшиеся чувства. Эмоции не будут негативными, просто их количество будет зашкаливать и не поддаваться контролю. Сегодня предпочтительно не одалживать ни деньги, ни вещи, иначе вместе с одалживаемым добром будут забраны покой и удача дарителя. Вот такой, друзья, у нас с вами интересный день, 6 мая. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, заходите на наш канал. У нас на канале много полезной, важной, нужной, интересной информации. Обязательно подписывайтесь на наш, друзья, и телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал будет в описании к этому видео. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Прямо сейчас, друзья, вы на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое интуитивно вам интереснее. И смотрите, знаете, там подсказки от высших сил именно для вас.